Всем панкейк, дорогие друзья! Они появляются на публике не реже, чем звезды шоу-бизнеса. Их решения влияют на мировую обстановку, а заявления и выступления меняют политику. Они держат в руках бразды правления, а в карманах миллионы. Но власть не защищает их от каких-либо посягательств. Забота о безопасности всех президентов, королей и других руководителей стран лежит на плечах их телохранителей. Предлагаем вам ознакомиться с топ-8 мировых лидеров, чья надежная охрана самая многочисленная. А перед началом видео советуем поставить лайк. Это поможет продвинуть видео в рекомендациях, а также подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. 8 место. Ким Чен Ын. Открывает рейтинг глава КНДР. Во время своего посещения Южной Кореи он передвигался на лимузине, который постоянно окружали 12 телохранителей. Подтянутые мужчины в классических костюмах шли пешком вплотную к автомобилю. Общее же количество членов службы безопасности Ким Чен Ына составляет 15 тысяч телохранителей. Служба безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына считается одной из самых многочисленных в мире и подготовленных. Это неудивительно, ведь в родной стране его называют новой звездой, великим наследником, блистательным товарищем и гением среди гениев. Он сейчас единственный, кто способен вести КНДР к процветанию и светлому будущему, и охрана должна соответствовать такому статусу. 7 место. Реджеп Таyyip Эрдоган. Вторым в рейтинге стоит турецкий президент Эрдоган. Турецкий президент, в отличие от северокорейского лидера, предпочитает разъезжать не на лимузинах, а на пуленепробиваемых автобусах. Причем вооруженные охранники находятся не только вокруг транспортного средства, но и внутри него, и даже на автобусной крыше. Согласитесь, когда охрана президента избивает простых граждан или нападает на охрану другого президента, это из ряда вон выходящее событие. Но охрана президента Турции Эрдогана не раз попадала в различные неприятные истории. Самая, наверное, известная история произошла, когда охрана Эрдогана устроила потасовку с охраной Барака Обамы, пока он еще был президентом США. Эрдоган приехал в Штаты на похороны легендарного боксера Мохаммеда Али. После он решил проехаться до штата Кентукки, где родился боксер, и когда он уже отъезжал от гостиницы, к машине подбежал американский сотрудник, чтобы зафиксировать протокол. Турецкие коллеги недопоняли ситуацию, и произошел конфликт. Они стали грубо отталкивать его, и только благодаря подоспевшим американским коллегам ситуация не вышла из-под контроля. 6 место. Карл III. Новоизбранный британский король Карл III занимает 3-ю строчку в списке. Даже не имея власти как таковой, короля все равно охраняют не хуже, чем других высокопоставленных политиков. Когда Карл прибывает внутри Букингемского дворца, каждый находящийся в здании охранник считается личным телохранителем короля. Но стоит ему покинуть это место, служба безопасности появляется в виде кавалькады мотоциклистов и лимузинов с крепкими мужчинами. 5 место. Альфа Конде. Гвинейский президент, пускай уже и в отставке, не отставал от других лидеров. Он известен своими уже традиционными проездами в автомобиле, высунувшись по пояс из люков крыши. Но не меньше прославлена и неизменно сопровождающая лидера охрана. Многочисленные автомобили с торчащими изо всех окон накачанными телохранителями с оружием и серьезными лицами. Президент стоял у руля Гвинеи с 2010 года, победив на первых в истории страны свободных выборах, которым предшествовал очередной военный переворот. На днях его правление завершилось. Президента Гвинеи, находившегося на своем посту 2 срока до изменения Конституции и пошедшего затем на 3-й, задержали, а правительство распустили. На 4-м месте нашего рейтинга Джо Байден. Конечно, этот рейтинг не мог обойтись без президента США. Руководитель Соединенных Штатов Америки охраняется целой армией телохранителей. Стоит признать, что количество всегда сопровождающих его плотным кольцом автомобилей уместится далеко не на каждой дороге. Повезло Байдену, что в США все трассы многорядные. Охраной президента занимается секретная служба. Она должна как-то приспособиться к миру, где в любой момент может произойти вспышка насилия, где толпы могут внезапно нарушить периметр ограждения, где технология беспилотников дешевая и легкодоступная, и где военные и правоохранительные органы также являются потенциальными внутренними угрозами. Охрана президента США начинается с тщательного подбора персонала. Все, кто желает попасть в секретную службу и лично охранять президента, проходят несколько этапов собеседования. Обязательная проверка спецслужб на потенциальные связи с террористами и тестирование на детекторе лжи. 3-ку лидеров по численности охраны открывает Владимир Путин. У президента России тоже есть своя охранная служба, ФСО, Федеральная служба охраны, которая занимается охраной первых министров, а также самого президента. Более 50 тысяч человек задействованы в охране президента.
президента. Согласитесь, число немаленькое. В вопросе заботы о собственной безопасности российский лидер, как и во многих других делах, обошел американского. Практически каждый шаг президента контролируется охраной. Как правило, деятельность охранной службы окутана некими тайнами. Также большинство из нас полагают, что жизнь охранников Путина наполнена событиями, перестрелками и шпионажем. На самом деле все обстоит намного прозаичнее. ФСО отвечает за безопасность не только президента страны, но и премьер-министра, министров, директора ФСБ и так далее. Если же помощь ФСО необходима для охраны глав других регионов, то агенты передаются в распоряжение только по специальному указу самого президента. Второе место. Си Цзиньпинь. Китайского лидера охраняет больше 80 тысяч человек. Каждый из них, по слухам, имеет по 3 пистолета, 2 ножа и мешочек с порошком, наверное, цианидом. Президента также охраняет специальная служба «Бюро». Китай – большая страна, поэтому и бюро – организация внушительная. Она занимается охраной президента и первых лиц страны. В настоящее время в нем несут службу более 8 тысяч человек. Организационно они разделены на 7 управлений, каждое из которых имеет свое место дислокации и непосредственные задачи. Часть из этих управлений охраняет президентские резиденции и базы отдыха других высокопоставленных чиновников. В горах Сишань и Юйцюаньшань, расположенных неподалеку от столицы, в столичном гостевом доме, где принимают бизнесменов, руководителей из провинций и иностранных дипломатов, на морском курорте Бэйдайхэ. Другие сотрудники заботятся о безопасности площади Тяньаньмэнь, мавзолея Мао Цзэдуна и здания парламента. Третьи находятся в оперативном резерве и могут быть переброшены на любой объект. Сформированный отдельно отряд 61889 охраняет лично генсека КПК, премьера Госсовета КНР и иных людей из высшего руководства страны и особенно ее армии. Также в подчинении этой структуры имеется небольшая фабрика и ферма, которые удовлетворяют личные нужды главы государства. В Китае считается, что этот вопрос не следует доверять посторонним людям. Ну и первое место заслуженно занимает охрана Папы Римского Франциска. Лидера Ватикана охраняет самая надежная охрана в мире. В такой, казалось бы, маленькой стране есть своя охрана, которая набирается только после длительных проверок и только по наличию опыта у других глав государств. Во время поездок понтифика охраняет специальная служба, которая не носит средневековых костюмов, как швейцарская гвардия в XVI веке, но состоит из лучших специалистов, ранее охранявших первых лиц государств. По словам сотрудников, охрану главы католической церкви нельзя назвать простой работой. Еще сложнее она стала при папе Франциске, который часто не придерживается протокола. Понтифик любит сливаться с толпой и общаться с верующими. К тому же, во время посещения Латинской Америки крыши домов на улицах, по которым проезжает папа, буквально облеплены людьми. Какое из подразделений охраны вы считаете лучшим? Что вас поразило больше всего? Думаете ли вы, что настолько большие траты и упор на охране идут в плюс развитию государства? Напишите в комментарии. С вами был Панкейк. Всем панкейкного настроения и до новых встреч!